Добрый день. Я хотела рассказать 3 истории, и все они не обо мне, и даже не о том фонде, в котором я работаю. Это истории, которые случились рядом с нами и про которые, возможно, вы слышали. История первая родом из подмосковного города Коломна. И вот на этой фотографии как раз чудный образ коломенской пастильницы. Это девушка, которая делает коломенскую пастилу из яблок. Несколько лет назад небольшая команда энтузиастов решила доказать, что в старой Коломне можно делать новые бренды. Ну или старые переделывать заново. И тогда они вспомнили, что в Коломне когда-то, во-первых, росли яблоки в садах, во-вторых, эти яблоки умели использовать для изготовления пастилы, а сегодня ничего этого нет. И, собственно, так у этих энтузиастов родился проект, который называется «Музей забытого вкуса», музей коломенской пастилы. И сегодня это один из самых уникальных туристических объектов в Московской области, потому что на ближайший год, на все выходные расписаны экскурсии, и просто так попасть туда нельзя. И все бы эта идея было бы очень обычно, если бы энтузиасты остановились на этом своем проекте и, собственно, открыли музей коломенской пастилы, прекрасно бы продавали пастилу такую же, как сегодня вы видели вот там, это как раз их пастила, и не стремились бы ни к чему другому. Но дамы, которые это делают, Наталья Никитина и Елена Смирнова, они, безусловно, сумели найти в себе драйв для того, чтобы двигаться дальше. И тогда в Коломне появилась еще и фабрика пастилы. Вот она на этой фотографии. Это старое здание купца Чуприкова, в котором когда-то действительно производили различные сладости. И эта идея тоже обрела плоть, потому что люди, которые ее делали, они поняли, что сегодняшняя способность показывать историю интересно стоит дорогого. Поэтому на этой фабрике можно посмотреть, как делают пастилу, можно посмотреть, попробовать самому что-то из той технологии, которой владели наши предки, ну и потом попробовать, естественно, продукт, ну и купить его в магазине. История про Коломну на этом не заканчивается, и там есть много разных приятных обстоятельств. Одно радует меня в этой истории, что весь этот проект целиком, так же, как и идея первоначальная, оказались не только красивыми, не только привлекательными для туристов, но и абсолютно жизнеспособными с точки зрения бизнеса. Потому что вот все, что я показала, это сегодня является безубыточным и приносит доход. Вторая история, про которую я хотела рассказать, и которая, мне кажется, иллюстрацией про такую же уникальность идейную и живучесть этих идей, это история, которая родилась из этого здания. Это здание Курской картинной галереи. Видите, такое не сильно симпатичное, правда? Так вот, в этом здании работали и работают, слава богу, люди, которые понимали, что у них есть уникальный ресурс в виде работ известнейшего советского художника, скульптора Дейнеки, которого, безусловно, все мы знаем, потому что московским метро-то еще пока все пользуются и знают, чьими работами во многом оно украшено. Но никто никогда не интересовался, что можно сделать с наследием Дейнеки. И тогда эта группа энтузиастов поучаствовала в нескольких конкурсах, сформировала команду и сделала не только выставку в Третьяковской галерее, не только серию книг, посвященных Дейнеке, не только выставку в Италии, но и сумела вернуть в наш культурный обиход удивительного художника, которого, в общем, мы все знаем по книжкам, по станциям метро, и никто никогда не помнил, кто же это такой, откуда он взялся. Ну и последняя история про тот самый творческий подход с идеями, про который я говорю, и про людей, которые умеют эти идеи воплощать в жизнь. Это история с крайнего севера, нашего российского крайнего севера. Это Архангельская область. Есть в Архангельской области удивительное место, называется Кинозеро. Кинозеро удивительно тем, что вокруг довольно больших водоемов живут люди много столетий. И так они там живут удаленно до сих пор, что туда можно доехать только когда сухо и не слишком мокро, лучше всего зимой, потому что иначе можно провалиться. Ну и плюс люди эти были вынуждены строить себе все сами из дерева. Поэтому сегодня там можно увидеть более 40 храмов и часовен, построенных нашими предками, начиная с 17 века. И все они удивительным образом украшены удивительными небесами. Это такие потолочные, расписные, изумительные совершенно панели, на которых в оригинальнейшей манере изображены святые, так как их видели северные художники. Но идея-то не про это, а про то, что вот то, что мы сейчас с вами видим, традиционно
этим наслаждались очень-очень ограниченное количество людей, потому что туристы туда не ездили. Говорю, провалиться можно натурально, доехать нельзя. Бабушки жили вот в таких домиках, которых я показывала. И, собственно, идея была в том, чтобы донести до нас с вами, до Москвы, до других культурных центров вот эту уникальную красоту, эти небеса Кинозерья и Архангельского края, и показать, что с этим тоже можно что-то делать. Тогда родилась выставка в центре Горбаря, тогда появились реставраторы, которые смогли несколько небес отреставрировать, и, собственно, вот так это все выглядело. И было много людей, которые впервые поняли, что, оказывается, искусство Возрождения, оно, безусловно, европейское и удивительное, но у нас тоже есть чем хвастаться, чем восхищаться и, в хорошем смысле слова, что продавать. Я уверена, что таких историй у каждого из вас очень много. Мне кажется, что самое главное, что бывает, чтобы про эти истории знали не только вы, чтобы люди и идеи, которые их несут, были известны как можно более широкой аудитории, потому что без этой известности непонятно, кто сможет последовать за этими идеями, кто сможет сделать так же, как сделали герои моих историй. Спасибо.